Советская пропаганда, как мы знаем, постоянно раздувала миф о том, что немецкие солдаты и офицеры были все поголовно патологическими маньяками, а вот в советской армии служили одни лишь пушистые зайки-освободители. Но когда пала Берлинская стена, то немцы начали оглашать мемуары своих бабушек и дедушек о советских солдатах, как о мародерах и насильниках. И вот фото такого красноармейца с женскими часами на каждой руке, которые он с кого-то снял. Но все это мелочи, потому что командирский состав пер домой немецкое имущество вагонными нормами. А вот воспоминания наших бабушек о поведении солдат из братских республик в Украине никто не публиковал. Наши бабушки помалкивали, а если на старости и пытались что-то рассказать вразрез партии и правительства, то мало кто их слушал. Время прошло, внуки считали, что это деменция за бабушку рассказывает. И сегодня мы поговорим не о немцах. Они за все свои грехи поплатились и даже больше, чем им полагалось. Немцев морально раздавили до такой степени, что и сегодня это сказывается на политике Германии. Сегодня мы поговорим о доблестной советской армии, о тех дедушках, которых в России носят на палках, как они себя вели, когда возвращались на оккупированную ними же в 1920 году территорию Украины после изгнания оттуда немецких войск. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А начнем с того, что в 60-х, 70-х годах 20 века советские власти кинулись повсеместно переименовывать улицы фамилиями тех, кто погиб возле какого-то села при наступлении советских войск в 1943. А когда в 1975-м открыли в Днепропетровске пафосную диораму «Битва за Днепр», то в Солонянский район, в частности, поступила директива сверху ставить памятники в каждом селе погибшим воинам. И во Внигах тоже поставили такой мемориал, и на главной доске вписали имена Бартдинова Минулы, Базартиновича или Бартдиновича, Семена Алексеевича Андреева и Николая Андреевича Заверюхи. А во Внигах всего-то 3 улицы, и все они получили имена этих людей. И до сих пор эти улицы не переименованы. В Войсковом сделали улицу Садыка Абельханова, погибшего в 43-м при форсировании Днепра, и так далее. А в 1985-м вообще открыли место паломничества в том самом Войсковом на переправе, куда массово свозили школьников, госслужащих и туристов. А при школах понаоткрывали кружки красных следопытов, и дети стали писать письма родственникам погибших при переправе. Даже я застала это почитание вокруг Бадрутинова, Минулы, Базартиновича, или как его там, сколько шума вокруг него было. И вся эта шумиха, лишь бы забыли своих героев-повстанцев. Главное втулить имя какого-то россиянина или татарина. И это сработало. До сих пор в этих селах сопротивляются переименованием улиц в честь местных повстанцев или диссидентов. Зато привыкли к советским героям. Ну, прикиньте, они же еще детьми в этих красноследопытских кружках впитали эти фамилии в свои мозги. На этом и стоит, и стояла советская, а сейчас ФСБшная пропаганда. А я еще в 2000-м это начала осознавать, видя вокруг себя задуренных людей. Неужели ФСБ просто так выкинут в пропасть свои наработки за 80 лет? Я это понимала, а США с Европой, со всеми своими разведками ЦРУ, не догоняли. В удивительном мире мы живем. Но давайте посмотрим, кто такой этот хваленый Минула Бадрутинов. А он, оказывается, член ВКПБ с 1943 года, участник гражданской войны и явно воевал на стороне Красной армии. Кружок красных следопытов во Внигах переписывался с его родственниками, кто-то там приезжал, грандиозные приемы им устраивали, обмен подарками. А в это время вовнижские герои-повстанцы были уже напрочь забыты. Вызывали на очередной День Победы сына и брата капитана Федорова из Татарстана. А в это время рядом Мотря Бондаренко проживает, никому не интересная, сестра нашего героя-повстанца Кендрата Бондаренко. И никто ее не опросил, не записал ее драгоценные воспоминания о вызвольных змаганнях.
Но сейчас мы посмотрим, как на самом деле вели себя красноармейцы, когда дошли до Украины. К примеру, в Солонянский район. Наши бабушки нам, как я говорила, шепотом рассказывали об их поведении, но на фоне этого победобесия их рассказы диссонировали с советской пропагандой. А если бы тогда слушали эти рассказы, то не млели бы от сказок о дружбе советских братских народов. Я подчеркиваю, сказок, потому что время показало. Сейчас, в 2024 году, все эти 11 в кавычках братских республик или республик-сестер, как их называли, работают на агрессора Россию, облегчают санкции агрессору, предоставляют свою территорию для провоза санкционных товаров и услуг, являясь по сути соучастниками преступного путинского режима. Так что никаких сестер у нас там нет и не было. Теперь переходим к фактам. Имеем документ, который приоткрывает, как на самом деле вели себя красноармейцы из братских республик в Украине. 9 ноября 1945 под грифом «Совершенно секретно» никому иному, а начальнику отдела борьбы с бандитизмом НКВД по Днепропетровской области майору Леониду Постельняку поступает депеша. Копия знакомому нам по предыдущему видео о Грязнове секретарю Солонянского райкома товарищу Шмалько. В прошлом видео мы с осторожностью неплохо о нем отзывались, но теперь мы знаем, что его звали Марк Сафронович Шмалько, родился в 1901 году в Днепропетровской области, Магдалиновском районе, село Александровка 2. Имеем даже его фото. Мы говорили, что Шмалько после возвращения коммунистов в 1943 стал секретарем Солонянского райкома партии. В Красной армии он с 1922 года. В немецко-советской войне находился как интендант второго ранга в 12-й армии. Награжден медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Получает этот Марк Сафронович копию письма, которое начальник Солонянского районного отдела НКВД капитан Булат направил майору Постельняку Леониду Пантелеймоновичу. И вот Булат пишет. На территории Солонянского района находятся подсобное хозяйство, принадлежащее воинским частям, расположенным в Днепропетровске. Из поступающих жалоб в районный отдел НКВД от колхозников усматривается, что бойцы и офицеры указанных выше воинских частей занимаются хищением картофеля, принадлежащим подсобным хозяйствам воинских частей. Потом похищенный картофель продают или обменивают на самогон, а также, будучи в пьяном виде, терроризируют местное население путем обстрела квартир колхозников и сельсовета. Конец цитаты. И капитан Булат приводит два красноречивых эпизода. Первый. В ночь на 26 октября 1945 в 23 часа ночи командир отдельного учебного батальона 44-й стрелковой дивизии майор Рахимов Асад Азимович, будучи в нетрезвом виде, из пистолета стрелял в квартире колхозницы Иващенко Марии Ананьевны, проживающей в колхозе Днепрельстан Солонянского района, которой в это время дома не было, а там находились ее несовершеннолетние дети. В результате чего Рахимов самовольно ворвался в квартиру, лег на кровать и утром рано встал и стал издеваться над престарелой старухой-матерью, колхозницей Иващенко, требуя, чтобы последняя подала ему туалетное мыло и воду. И когда старуха из-за преклонного возраста не в состоянии была его обслужить, он начал ругать ее площадной бранью. Конец цитаты. Добавляю от себя, что Иващенко Мария Ананьевна, девичья фамилия Мороз, на это время была в возрасте 35 лет, а мать ее 76 лет. Теперь кто такой Рахимов Асад Азимович? Гвардии майор. 1921 года рождения, то есть было ему на тот момент всего 24 года. Родился в Самаркандской области, Паст-Даргомский район, по национальности татарин. Принимал участие в позорной финской кампании. Призван в 1938 с Бакалинского района Башкирской АССР.
в ВКПБ с 1943 года, командир стрелкового батальона. В марте 1945 награжден орденом Отечественной войны первой степени. За что? За финскую и за 6 ранений, из которых 3 тяжелые. А нам рассказывают, как в Узбекистане и Татарстане относятся к старшим с огромным почтением. Почему же Рахимов так себя вел по-скотски по отношению к украинским женщинам? А потому что он был не на своей земле и вел себя как оккупант, а не как мифический представитель братского народа. А война усугубляет человеческие недостатки, такие как Рахимов в мирное время как-то держатся и пытаются соблюдать законы. Живут себе, подавляют свои эмоции, но пропитываются тем, что хотя он и крутит в колхозе баранам хвосты, но зато принадлежит к великой нации. Там где-то на западе есть украинцы, сволочи, хатки беленькие, аккуратные, сало жрут и не подавятся. И когда тормоза у таких Рахимовых отпускают, и ему говорят «фас», то они понимают, что вот он их звездный час, показать свое нутро, где можно все нарушать, все мыслимые и немыслимые человеческие законы, и тебе ничего за это не будет. А даже можно похвастаться в кругу таких же забитых обормотов. Я не нашла, но видела в интернете такую записку, которую российские солдаты после того, что творили страшные преступления в украинском селе в 2022 году, оставили. Да, типа мы отморозки, но хоть несколько дней мы пожили так, как хотели. Также и Рахимов наверняка мусульманин, пить нельзя, к старшим относиться с уважением. А тут война, какая-то Украина, чужая страна, можно бухать, можно унижать старших. Да я же Рахимов, да я финнов утюжил, да я родиноносец, да я трижды раненый. И вот распоясался. И второй эпизод, который поведал нам капитан Булат. В ночь со 2 на 3 ноября 1945 в 21 час в Башмачанский сельсовет прибыло 3 военных из воинской части 228-го стрелкового полка. Из них старший лейтенант Смирнов Василий Васильевич, будучи вооружен наганом, и с ним еще 2 вооруженные автоматами, будучи все в нетрезвом виде, обстреляли из автомата рабочий кабинет секретаря сельсовета села Башмачка. Кроме того, стали угрожать председателю сельсовета Проценко Павлу Степановичу и председателю колхоза имени Петровского, на которых направляли оружие с целью угрозы за то, что те запрещают покупать колхозникам картофель, принадлежащий подсобному хозяйству воинской части 228-го стрелкового полка. После обстрела здания сельсовета председатель сельсовета бежал, которого они пытались застрелить. Конец цитаты. И составитель этой депеши, начальник Слонянского районного отдела НКВД Булат, отмечает, что он самолично выезжал на место происшествия и из рабочего кабинета секретаря Башмачанского сельсовета извлек 1 пулю из автомата ППШ и отметил 5 пулевых пробоин в стене. И Булат требует ни много ни мало, а предать этих всех преступников военному трибуналу. А в докладной записке под грифом «Секретно» на имя секретаря Днепропетровского обкома Павла Найденова 11 ноября 1945 Шмалько уточняет, что все эти пакости вытворяла 44-я стрелковая дивизия и 228-й стрелковый полк, что командир отдельного учебного батальона 44-й стрелковой дивизии Рахимов, оказывается, будучи пьяным, сорвал замки в доме колхозницы Иващенко Марии Ананьевны, самочинно ворвался в дом и начал издеваться над старухой-матерью Иващенко, требуя навести ему туалет. А по поводу второго эпизода уточнение, что 3 военных прибыло из 228-го стрелкового полка, вооруженных наганами и автоматами, и начали угрожать предсельсовета и председателю колхоза имени Петровского за то, что они запрещают населению покупать картофель, ворованный отдельными военными из подсобного хозяйства военной части. И Шмалько добавляет и 3-й эпизод бесчинств красноармейцев. Днями военные из подсобного хозяйства 228-го стрелкового полка
прибыли с подводами на поля колхоза «Новый свет» и самочинно забрали чагар. По-видимому, имелось в виду, что колхозники заготовили чагарники, а доблестные красноармейцы приехали и все забрали, то есть украли. И завершает свою записку докладную Шмалько словами, из которых понятно, что никто никакие меры против красных бандитов не собирался принимать. Ответ мы дали выше, потому что командиры разрешали им так себя вести и даже, скорее всего, поощряли. Цитируем Марка Шмалько. О вышеизложенных бесчинствах командованию указанных воинских частей известно, но никаких мер к прекращению не принимается. Просим вашего вмешательства. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Как мы понимаем, все это было в пустоту. Командиры были точно такие Рахимовы, Батрудиновы, Смирновы и Андреевы. А выше рассказанное только подтверждает, в каком перекрученном мире жили советские люди. Все это не афишировалось, конечно, и если что-то не выносится в заголовки газет, а сейчас соцсетей, то оно быстро забывается. Это тоже свойство людей, которые в тоталитарных режимах знают прекрасно и применяют. Кто такой Смирнов, определить не удалось, но это и не нужно. Это среднестатистический россиянин. И он воспитал своих детей и внуков, которые продолжили дело дедушки и кидают теперь ракеты на непокорных украинцев, мародерствуют, насилуют и так далее. Судьба гвардии майора Рахимова нам неизвестна. Опять же, мы привели только 3 эпизода поведения советских солдат и, может быть, даже самые безобидные. А сколько их было, таких эпизодов? Сколько было знаков судьбы украинцам? Не перечесть. Так все любят говорить: «Ой, боженька, напиши мне огненными буквами на небе свои знаки, тогда я в тебя поверю». Да не надо никаких огненных букв, просто присматривайся к окружающему миру, и будут тебе такие огненные послания, что мало не покажется. Поняла. Вони у нас знайшли в домі знайшли герб України і просто ставили його тут на стіл, розстрілювали. Тепер все понятно. Тепер стає все понятно. Яка ненависть і до чого. Як я казала, це наш розстріляний затишок, наші розстріляні каструлі. От. Я не знаю, я покажу, коли збережу ці каструлі, покажу своїм внукам. Да, видно. Це ж як треба ненавидіти наш герб і взагалі всю Україну.